Ныряем в киберпанк будущее с Grok 3 от Илона Маска. Этот искусственный интеллект обещает переписать код реальности, но насколько он силен? Смотрите до конца, чтобы увидеть эксклюзивный тест, который изменит ваше восприятие искусственного интеллекта навсегда. Это не просто обзор, это ваше приглашение в завтрашний день. Привет, друзья! Сегодня у нас особенный обзор. Мы взглянем на новейшую разработку Илона Маска, нейросеть Grok 3. По словам самого Маска, это самый умный искусственный интеллект на планете. Давайте разберемся. Так ли это на самом деле? Специально для сегодняшнего видео я купил подписку на новую модель от Илона Маска. Покажу вам, на что она способна. Обязательно досмотрите до конца, будут разные тесты. Grok 3 это результат работы компании XAI, основанной Илоном Маском. Эта нейросеть обещает быть не только самой умной, но и самой свободной в своих ответах, без цензуры и ограничений, которые мы видим у других искусственных интеллектов. Способность анализировать и рассуждать лучше, чем предыдущие модели. Отсутствие цензуры, что делает его уникальным на фоне таких, как ChatGPT или Google Gemini. Давайте посмотрим, что может Grok 3. Начнем с простых вопросов и будем продолжать уже сравнение с ChatGPT O3, O1 и DeepSeek R1. Пройдемся по логическим задачам, стихам, коду и для примера рассмотрим пост Telegram. Grok 3 превзошел многие из существующих моделей в тестах на математику и научные вопросы. Сравнение. В тестах AIME по математике, в тестах GPQA по научным вопросам уровня докторантуры. Но как Grok 3 может быть полезен в реальной жизни? Примеры. Писать код для простых программ, помогать в научных исследованиях, предлагая идеи или решения, генерация контента без цензуры, что может быть полезно для креативных проектов. Итак, я нахожусь в XAI. Grok 3 бета модель выбрана, вот можете видеть, thinking режим включен. Давайте начинать тесты. Первая задача — шифр с числами. Простая задача на логику. Посмотрим, как он с ней справится. Я вижу по размышлениям его, он думает довольно быстро, хотя уже минута прошла. Правильный ответ — это science, действительно. Он же сейчас выдаст, что правильный ответ — это science. Или он выдаст, что это ошибка. Сейчас посмотрим. Или success. Он размышляет, продолжает размышлять. Слушайте, ну это сам... Он долго думает, да, но модель быстрее всех, шустрее всех думает. Всего, что я тестировал. Да, это единственная модель, которая дала правильный ответ. Science, наука, да, это правильный ответ. Круто модель справилась, это реально очень здорово. Следующий на очереди ChatGPT. Такая же задачка, шифр с числами. Зашифровано слово science. Давайте проверим, справится он или нет. Выбираем модель O1 или O3 mini даже. Нет, ну O3 mini она... Давайте O1, короче. Вот эту модель проверим. У меня подписка платная есть. Он не смог дать ответ. Напишем ему правильный ответ. Слово science. Пусть он посмотрит и проверит, правильно ли это слово. Да, когда мы ему указали на ошибку, он действительно говорит о том, что science это правильное слово. Итак, нейросеть DeepSeek. Задача шифр с числами. Все то же самое. Зашифровано слово science. И сейчас мы попробуем с вами посмотрим, как справится DeepSeek. Включаем глубокое мышление и отправляем задачу. Он говорит, что в задаче допущена ошибка. Интересно, DeepSeek интереснее всех себя проявил. Следующая задача — логический лабиринт. Правильный ответ, что Алиса это рыцарь, а все остальные это лжецы. Посмотрим, как модель справится с этим. Алиса рыцарь, Боб лжец, Чарли лжец. Да, абсолютно правильный ответ. Правильно. Надеюсь, это он решит быстро. Сколько он думал над той задачей? 229 секунд. Офигеть. Алиса рыцарь, Боб и Чарли лжецы. Да, это правильный ответ на задачу. Переходим к следующей задачке. Логический лабиринт рыцарей и лжецов. Вопрос, кто рыцарь, а кто лжец. Спрашиваем ChatGPT. Модель O1. Посмотрим, на эту задачку он должен ответить нормально, мне кажется. Алиса говорит правду, Боб лжец. Смотри, Алиса рыцарь, Боб лжец, Чарли лжец. Да, это правильный ответ. ChatGPT молодец. Календарная головоломка. Посмотрим, вот над этой задачей он будет, наверное, долго думать, потому что здесь надо хорошо пораскинуть мозгами. Но правильный ответ на эту задачу у меня получился такой, что в этой задаче нету правильного ответа. Вот, это задача с подвохом. В этой задаче нет правильного ответа. Это правильный ответ на задачу. Посмотрим, как он посчитает это, за какое время он справится. Вот. Он попытается посчитать уравнение.
Перебор возможных значений делает. Какие подходят, какие не подходят, какие верные, какие неверные. Анализ делителей 50. Вывод. Точного решения нет, но приближенно вместо 50. Да, это абсолютно правильный ответ на эту задачу. Отправляем. Формально задача не имеет решения. Да, это правильный ответ. У задачи нет решения. Дальше. Задачка календарная головоломка. Какие числа скрываются за A, B и C? Правильный ответ за эту задачку, я напоминаю, то, что нет решения в целых числах от 1 до 31. Тут надо большое уравнение составить, чтобы это понять, но может он и так до этого додумается. Так, итог. В рамках условий целые дни месяца решение отсутствует, ни одна тройка в диапазоне дает сразу тем заданным с уравнением. Все, ответ правильный, надо же, ответ правильный. Так, следующая задача: напиши стихи про суровую русскую зиму. Стихи он пишет хорошо, насколько я пробовал уже тестировать. Классическая рифмовка АБ будет сейчас, я полагаю. Да, суровая русская зима. В полях застыла тишина, снега искрятся под луной. И лес, как страж, стоит без сна, одетый в иней ледяной. Метель кружит, свистит в ночи, сугробы вьют свои узоры, и ветер, словно волк, рычит сквозь белые просторы. Отлично, рифма есть, смысл понятен. Дома дымят, тепло храня, в окне мерцает свет свечи, и в сердце, как в былые дни, живет надежда стереть пурги. Зима сурова, но сильна, в ней Русь свою судьбу кует, и в этой стуже есть весна, что в душах вечная живет. Отлично, правда, реально хороший стих, стихотворение, хорошо справилась модель. Следующая задача: напиши стихи про суровую русскую зиму. Посмотрим, как DeepSeek справится. Свинцовые тучи нависли чехлом. Мороз, как резец, вырезал узлы. Зима раскидала алмазы кругом. Все в инии в снежных мерцающих шрамах. Седые метели поют за окном, как волки голодные воют в полях. Деревья, склонившись под тяжким крестом, хранят молчаливую повесть в ветвях. Река, словно зеркало, сковано мглой. Под льдом ее сердце застыло навек. И ветер, как стражник, метет пеленой, чтоб даже надежда не выжгла свой след. Что-то без рифмы как-то. Навек, след. Ну да, в принципе. Мглой, пеленой. АБ, да, классическая рифма. Но в этой пурге, где мороз кузнец, где вьюга сплетает свои кружева, таится душа, неогранный ларец, что крепче гранита и яснее слова. Суровая зима не приговор, а вечность в минутном холодном дыхании. Она как былинный седой богатырь. Кстати, за это время не могу ждать. Ну, короче, больше всего мне стихи Грока понравились. Просит написать стихи про суровую русскую зиму. Мороз трещит, колючий, как обида. Сугробы стынут в промозглых ветрах. Суровый снег скрипит в ногах, не видно, стирая все в пути в седых дворах. Искрятся льдинки хрупким серебром, там русская зима. Что-то фигня какая-то. Короче, бредовые стихи. Не, фигня. Напиши пост в Telegram про пользу морковки. Следующая задача. Пост в Telegram должен содержать эмодзи и быть коротким. Посмотрим, как модель справится с этим. Как я уже вижу по результату thinking, то есть размышления. Действительно, есть эмодзи, есть тезисно, коротко описано. Короче, и хэштеги даже проставлены. Потрясающе. Отлично модель справилась. Так, ну и последнее, предпоследнее. Пост в Telegram про пользу морковки. Напиши пост в Telegram про пользу морковки. Он должен содержать эмодзи в идеале. Сейчас посмотрим. Да. Он только что сказал, что надо использовать для визуального выделения эмодзи. О! Это, пожалуй, лучший пост про морковку в Телеграме, который из всех нейросетей, которые я просил сделать. И хэштеги просто. Молодец. Супер. Отлично справился. Так, пост в Telegram про пользу морковки. Так. Напиши пост в Telegram про пользу морковки. Морковка твой природный супер. Да, пост короткий, но тут нет эмодзи. И, ну, в принципе, пост неплохой. Да. Следующая задача — это Code Wars.
Code Wars, это мы сейчас. Напиши код JavaScript для вот этого. Сейчас посмотрим, какой код она нам выдаст. Пишет код уже или нет. Да, написал код. Example walkthrough. JavaScript код. Вот complete solution. Код действительно настолько короткий. Я хочу отметить, что это самый тяжелый вид задачи на Code Wars. Это, да, пробуем тест. Должно подойти. Нет, ошибку выдает. Отправляем ему ошибку. И чтобы он ее поправил. С какого раза? ChatGPT с 5-го или 6-го раза смог эту ошибку исправить. JavaScript. Break. Right. Big. Отлично. Вставляем. Тестируем. Долго обрабатывается запрос. Значит, что код правильный подходит. Все должно быть верно. Да, все абсолютно верно, все пройдено. Отличный результат. Игрок показал себя превосходно. Так, ну последнее задание это Code Wars. Копируем код. Может, я до этого копировал неправильно. Ну, давайте попробуем вот так сделать. Отправить ему этот текст. Будем ждать ответ. И переходим к финальному заданию. Это Code Wars. Посмотрим, как он справится. Да, это JavaScript, опять же, да. А я в Python вбил, ну да. Так, пробуем дать то, что он нам дал. Еще одна ошибка. Долго думает, значит теперь в этот раз все будет правильно. Без всяческих ошибок. Все должно быть верно. Да, все верно, тест пройден. Отличный результат с 4-й попытки. Ну да ладно. Итак, Grok 3 от Илона Маска действительно выглядит как технологический прорыв в мире ИИ. Нам еще много предстоит узнать о его возможностях, но уже сейчас он показывает впечатляющие результаты. Если вы хотите быть в курсе последних новостей и обзоров на тему искусственного интеллекта, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео. До встречи!